Всех приветствую на канале, и в этот раз ко мне попала довольно популярная OEM-модель, которую у китайцев заказывали все, кому не лень, и продавали под своими брендами по всему миру. Конкретно этот аппарат оказался от бренда Magio, но суть от этого не меняется. И так случилось, что один из подписчиков прислал мне его на восстановление. А после того, как я его разобрал, я отговорил его восстанавливать эту кофеварку. И если вы досмотрите до конца, то узнаете, почему я так сделал. А случилась проблема с варкой после того, как прошлой зимой из-за блэкаутов и постоянных выключений электричества она просто однажды перестала включаться. Конечно, этот аппарат он отдавал на ремонт где-то по месту, но это не давало результатов, и он отправил его мне. Я бы сразу мог сказать, что это один из тех аппаратов, с которыми никогда не стоит связываться, но лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. И прежде чем критиковать, я бы выделил и положительные моменты, потому как даже в самом плохом аппарате порой могут находиться весьма удачные решения. Начнем с внешнего. Корпус тут как корпус, весь из пластика, только местами есть алюминиевые элементы. Первое, что понравилось, это поддон. Решетка тут алюминий, и даже царапин не успели чашками наставить. Фиксируется поддон четко на своем месте и никуда не ездит. К примеру, у Poemi поддон может съезжать во время работы кофеварки, так как он ничем и никак не фиксируется в корпусе. Тут поддон имеет выступ для дренажа, и дренажная система тут сделана вполне нормально. Прилегание отсека плотное, и даже на кончике сделали специальный рассекатель, чтобы гасить напор, чтобы не было брызг. Мелочь, а приятно. Потому как если посмотреть и вспомнить, как это реализовано в старых Крупсах, Зелмерах, то там это все было очень печально. Сам отсек, куда сбрасывался пар и вода, он не плотно прилегал, были маленькие щели, их даже на заводе заделывали каким-нибудь клеем, герметиком, но в итоге во время пользования это все изнашивалось, в результате пар и брызги от воды попадали внутрь кофеварки, вызывая тем самым коррозию на металлических элементах и на элементах платы. Если посмотреть наверх, то тут есть площадка для прогрева чашек. И даже имеется зачем-то пластина из алюминия, которая съемная. Но так как своего нагревателя у платформы нету, то греется она косвенно от нагрева термоблока. А эта пластина, призванная передавать тепло, будет его успешно рассеивать больше, чем греть эти чашки. Да и если ставить чашки шершавой поверхностью на пластину, то она очень быстро зацарапается и станет играть на свету этими же потертостями. Поэтому плюс от платформы только в том, что на ней можно хранить чашки, ибо он довольно вместительный и имеет бортики. И что еще радует, так это то, что не соврали с этой наклейкой. И тут действительно стоит итальянская улька. Но есть нюанс, она дешевая и полупластиковая внутри. Я ее специально для этого даже разобрал. И это ничем не лучше от простых китайских помп. Так что этот вариант только для маркетинга. И тем не менее, на нее поставили защиту от перегрева, чего нет в большинстве DeLonghi. С одной стороны может показаться бесполезной штукой, но это спасение для забывчивых пользователей, особенно если не уследили за водой и она начнет работать на сухую. В этом случае она может просто быстро перегреться. По поводу управления, оно тут простое. Кнопка включения без фиксации, то есть это электронные включения, и поворотный переключатель режимов. В нулевом положении сразу после включения аппарат греется для температуры эспрессо. Тут, как в большинстве китайцев, нету регулятора пара, и аппарат сам по таймеру запускает помпу и так короткими толчками начинает прокачивать воду через предположительно прогретый термоблок, и на выходе получаем пар. Бак для воды тут не мелкий и имеет держатель, и на этом уже хорошо. Но пластик сразу будет пованивать, и для такой категории кофеварок это вполне нормально. Если посмотреть изнутри, то от бака будет идти трубка. И тут плюс в том, что она имеет оплетку в виде пружины. Или, проще говоря, на силиконовую мягкую трубку натянули пружину. Это нужно для того, чтобы в собранном виде трубка никоим образом не смогла передавиться от изгибания и блокировать подачу воды. Плюс в том, что на других брендовых аппаратах подобную пружину запихивали внутрь трубки, что не самое лучшее решение, так как металл, из которого она сделана, не факт, что будет из пищевой нержавейки. А тут она снаружи, и как по мне, это более разумное решение. Тем более, что на внутренних пружинах бывало, что скапливался различный осадок и мусор, который шел с воды. Рожок с корзиной тут типичный, и точно таким набором комплектуется большая часть китайцев, как старых, так и новых, так что тут нет особых нюансов.
Корзина хороша тем, что она разборная и можно почистить, в отличие от двух донок. А потеряв что-то, можно всегда найти либо на Али, либо в продаже под разбор на вторичке. И на этом моменте переходим к критике. Соглашусь, что да, это бюджетный аппарат и даже больше, это условно одноразовый аппарат. И хотеть от него чего-то большего не стоит. Но, к примеру, маркетологи и китайская реклама на Али мастерски преподносят этот аппарат до небес, а любую мелочь подают так, как достижение науки и техники. Поэтому думаю, что многим будет интересно узнать, что в ней плохого, прежде чем купить это недоразумение. Из внешних моментов тут самый спорный — это насадка капучинатора. Она в виде колокола и сделана как у старых DeLonghi. Повороты у нее с промежуточной фиксацией, правда, видел, как при подаче пара она просто отворачивалась и фиксация не помогала. Но есть и положительные моменты. Это если снять насадку, тут у стимера есть мелкое отверстие, которым можно нормально взбивать молоко. Но придется наловчиться это делать как баристы. А теперь к начинке. Вся она крепится на одном основании, и это, к слову, удобно. Вытащив ее, легко и сразу получаешь быстрый доступ ко всему. Но это только плюс в разборке, а не для пользования. В качестве нагревателя тут стоит типичный для китайцев спиральный термоблок или термокойл. Точно такой же был у 700-го Борка. Точно так же тут стоят и механические термостаты, что является большим минусом для проточного нагревателя. Но это бюджетный аппарат, и можно сказать, что такое решение — это норма. Но думаю, что если взглянуть на плату, на которой уже есть релейное включение, какое-то подобие блока питания, семисторное управление помпой и таймер для пара, то возникает вопрос, а нельзя ли было добавить уже и электронный контроль температуры? Даже без спид-контроллера, просто термопару с минимальной задержкой на падение температуры. И это уже было бы лучше, особенно для режима пар. Но, увы, тут это не сделали, хотя думаю, что в масштабах завода стоимость необходимой электроники была бы копеечной. Раз уже начали про плату, то о ней и продолжим. Ее размещение тут вполне нормальное, но вот качество изготовления на уровень бюджета кофеварки. Она состоит из двух сторон, и на нижней, где все дорожки, еще и россыпь различных SMD элементов и небольшая микросхема. Как видно, тут уже все было выпаяно и проверено до меня. Я все же также проверил основные моменты, и, скорее всего, проблема кроется именно в микросхемке. Она отвечает за режим стендбай и включение кнопкой без фиксации. И именно это является основной причиной поломок платы в этих моделях. Если бы поставили простую механическую кнопку, то и не было бы половины проблем, которые возникали с платой. Ну а если не проблемы с этой микросхемой, то потеря емкости пленочных конденсаторов, выгорание реле или пробивает семистр помпы. И это основные болячки в этих платах. Если говорить о ремонтопригодности, то тут сделано все так, чтобы ее не ремонтировать. Просто достаточно посмотреть на то, как подведены провода к тену или термостатам. Вместо того, чтобы сделать их съемными на разъемах, как даже в самой дешевой DeLonghi, они тут просто приварены. То есть не припаяны, а приварены точечной сваркой. И смотрим дальше. В плане безопасности обычно должен быть аварийный клапан, который будет стравливать избыточное давление. Но тут весьма странная штука. Не просто фитинг для того, чтобы к помпе подключить тефлоновую трубку, идущую на термоблок, что было бы проще и дешевле, как у других, а целая конструкция, как аварийный клапан. Только вместо трубки на дренаж тут заглушка. Я ее открутил, и под ней ничего нет. По сути, это напоминает тройник. Возможно, если поставить пружину с шариком или грибком, можно переделать под OPV клапан. Или подключить сюда манометр, но смысла тут в этих вещах нету, поэтому ставить сюда лишнюю и бесполезную деталь довольно странно. Также, если посмотреть на трубки, на которых идет уже высокое давление, то они тоже специфические. С одной стороны сделано под скобу, а на термоблоке под резьбовой зажим. То есть от других аппаратов трубки не подойдут, только от подобных китайцев, на которые не так просто найти запчасти. Группа тут, естественно, полностью пластиковая. Направляйки, конечно же, слизываются, но ее можно даже полностью заменить, ибо продается как запчасть. Хотя у таких аппаратов скорее будут проблемы с платой, чем с этой же группой. А дальше переходим к главной проблеме. Это осуществление переключения режимов работы кофеварки. Кто-то когда-то придумал такую штуку, как мультиклапан. И чтобы не было скучно, решили делать его из пластика. Вот, собственно, тут он и применяется.
Если посмотреть на его конструкцию, то у него есть внутри ось или вал, и когда мы выбираем пролив или режим пар, то мы поворачиваем этот вал, и он поднимает или опускает комбинацию из штоков, которые в свою очередь открывают или блокируют каналы. А нужно это для того, чтобы уже горячую воду или пар из термоблока, которые по тефлоновой трубке заходят на этот мультиклапан, можно было перенаправлять в нужную часть кофеварки. К примеру, если мы повернем вправо переключатель режимов, то горячая вода пойдет через канал на группу и далее в рожок. После окончания приготовления возвращаем регулятор в исходное положение, и в таком случае открывается канал, ведущий с группы на дренаж для сброса остаточного давления с рожка. Это подобие трехходового клапана, только механическим образом. Точно так же при выборе пара мы открываем канал с термоблока на стимер, и пар проходит через мультиклапан и попадает на трубку пара. Вроде бы тут нет ничего нового, и по схожему принципу действуют сантехнические смесители. Даже в старых китайцах встречались алюминиевые мультиклапаны, где, как и в картридже смесителя, были поворотные керамические пластины, которые поток воды с термоблока направляют по нужному направлению. Но и там были свои проблемы. Для этих пластин нужна смазка, иначе их будет клинить. Но если в смесителе можно просто поменять картридж, то такие мультиклапаны не всегда даже были разборными и часто были влитыми в корпус термоблока. Так что даже заменить не получалось. Ну а в данном аппарате стоит уже пластиковый мультиклапан, и тут кроется целый ряд проблем. Первое — это трещины, поскольку пластик от того, что к нему подходит и кипяток, и пар с температурой под 130 градусов, через какое-то время, можно сказать, устает, становится хрупким и лопается в месте, где проходят каналы с водой. После этого вода будет лететь в разные стороны. Как правило, в таком случае под кофеваркой будет образовываться лужа или капать начнет прямо вокруг группы. Вторая проблема — это потеря смазки. Для полноценной работы поворотных механизмов должна быть смазка, и она есть. Но проблема в том, что через какое-то время она вырабатывается или вымывается, отчего на разогретой кофеварке становится труднее поворачивать ручку. И в какой-то момент либо ломается на ручке переключателя, либо обламывается вал внутри. И третья проблема — это то, что внутри клапана очень мелкие каналы, особенно там, где двигаются эти штоки. При использовании нефильтрованной воды часто образуется много накипи в термоблоке. Далее мелкие частички этой накипи могут скапливаться в узких каналах, и бывает так, что эти штоки не перекрывают канал полностью или застревают. В результате получаем то, что как минимум с трубки пара будет сочиться вода при приготовлении кофе или будет теряться давление от того, что часть воды может уходить в дренаж. Это не такая страшная проблема, как две предыдущих, и можно попробовать почистить ее лимонкой, разобрать, перебрать. Решение, конечно, будет, но это ненадолго. Кроме поворотов и коммутирования каналов для воды, на конце вала есть специальная насадка, которая при поворотах нажимает микрики, которые в свою очередь на плате включают режимы. Один микрик стандартный на большую нагрузку, скорее всего для включения тена, а вот второй слаботочный для запуска режимов работы помпы с платы. В них особых проблем нет, но бывает, что их заливает, если треснул корпус мультиклапана, но это редкость. В целом, подобные мультиклапаны использовали не только на китайских ОЭМ-аппаратах, но и вполне себе встречались на Bosch, Ravente и особенно на недешевых моделях 5000 серии от Krups. И вот замена таких мультиклапанов на Krups стоила как целая китайская кофеварка, поэтому это было нерентабельно и их просто продавали на запчасти. Наверное, более копаться в каких-то мелочах у этой кофеварки нету смысла. И отговаривал владельца восстанавливать ее я потому, что даже если найти живую плату, то в скором времени закончится мультиклапан, и тогда это выброшенные деньги на ветер. При этом за эти же деньги можно на вторичке найти что-то от той же DeLonghi с нержавеющим бойлером, обслужить ее и пользоваться годами, не боясь, что либо она не включится в какой-то момент, либо сломается дорогая деталь. Даже если скептически отнестись к этому видео, то посмотрите, сколько таких Meggio, Vitec или подобных моделей под другими брендами продается на запчасти на вторичке. И это уже повод задуматься о целесообразности покупки такого одноразового аппарата. Если кого-то интересует вопрос вкусовых качеств, то тут можно даже не спорить, ибо это бюджетный аппарат с улучшайзером, это не эспрессо и близко. Готовит она, как и большинство других китайцев. Максимум, в чем будет разница, это в разбросе температур готового напитка. И то это дело вкуса и восприятия. Рекомендовать к покупке новым, даже
же как одноразовый аппарат, я не буду, ибо это плохой ненадежный аппарат. И в прямом смысле он может даже быть весьма одноразовым, то есть второй раз он и не включится. Если у кого-то он проработал сколько-то лет, это просто исключение из правил. Брать на вторичке — это самая глупая затея, потому что потом его не восстановить и не продать. Так что у кого он уже есть, желаю, чтобы он жил подольше. А тем, кто думал брать, категорически не рекомендую. Лучше восстановленные DeLonghi со вторички, чем это. На этом буду заканчивать. Всем пока. Спасибо, что досмотрели. Ставьте лайки, подписывайтесь и оставляйте свои вопросы или мнения в комментариях. Всем до встречи в новых видео.